Добро пожаловать в Апулью! Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и сегодня я приглашаю вас посетить со мной прекрасную Апулью. Я туда поехала после Умбрии, провела там целых 10 дней, и поэтому этот регион оставил значительный след на всей этой поездке. Но поверьте, даже этого времени оказалось мало. Потому что Апулья – это не только пляжи с прозрачной водой, где так и хочется остаться подольше, но и целая коллекция городов, каждый со своей историей и характером. Здесь есть такое количество наследия, что просто не успеваешь все посмотреть. Чего только стоят узкие белые улочки, которые утопают в цветах и по которым можно бесконечно ходить и наслаждаться. Ну и, конечно, атмосфера. Итальянская, но при этом совсем не похожая на Рим, Милан или Флоренцию. И обо всем этом я вам сегодня расскажу. Приятного просмотра! Ничего в этой жизни не меняется, это я снова бегу, опаздываю на электричку. Видно там что-то хоть? Я иду туда, ребята. Ой, что с голосом? Я иду туда, плавать. Плескаться. Я приехала в Полиняно аль Маре, потому что я очень хотела купаться, и я решила не терять времени и сразу искать пляж. Слушайте, я так бегу сюда, сама не знаю чего. Как будто бы море займут другие люди, мне негде будет купаться. Но я очень спешу. Я уже почти пришла. Сейчас подождите еще минутку. И я все покажу. Ой, чуть не упала. Тут я, довольная, пытаюсь снять красивое видео, но у меня не очень получается. В этом мне помогает мой аквачехол, но он в равной степени помогает и мешает, потому что снимать видео с ним не очень удобно. Я была очень счастлива, что мне наконец-то удалось залезть в воду, потому что на улице было очень жарко, и я мечтала о том, как приду и буду плескаться в этой чистой прозрачной водичке. Это один из самых популярных пляжей в Полиняно аль Маре, но, как по мне, не самый лучший. Чуть позже я нашла пляж, который мне понравился больше, потому что он такой уединенный, хотя там было тоже много людей, но не настолько много, как на этом пляже. И там было очень комфортно купаться. А после того, как я вдоволь наплавалась, я поднялась наверх, чтобы посмотреть на море сверху. Оттуда открывался потрясающий вид, и как раз сразу за поворотом слева виден тот самый знаменитый пляж. Но я поднялась немножко правее от той точки, поэтому пляж мне был не виден. Но зато видна вся другая красота. Уходить оттуда совершенно не хотелось, с тем учетом, что я еще стояла в тени. Это был не последний день в Полиняно, потому что я ездила туда много раз. И на следующий день я решила поехать, чтобы взять экскурсию на лодке, чтобы прокатиться по морю и увидеть весь берег со стороны моря. Самая приятная часть в этой экскурсии – это плавание в открытом море, потому что это, наверное, был единственный момент, когда я могла купаться спокойно и не переживать о своих вещах. Поскольку я была одна, каждый раз, когда я заходила в воду с пляжа, я думала о том, а не украдут ли там мои вещи, ведь за ними некому следить. Конечно, самое важное я брала с собой в аквачехол, но все равно я не могла на 100% расслабиться. А на лодке как раз преимущество в том, что можно спокойно оставить вещи, ни о чем не переживать и наслаждаться морем. Всю вот эту атмосферу очень удачно подчеркивает музыка. Я ее, к сожалению, не смогла включить из-за авторских прав, но вот здесь вы, возможно, догадаетесь, какую песню я пою. И когда ты оказываешься в каком-то месте, и все это еще усиливается песней, которая очень подходит конкретно для этого места, становится еще интереснее и еще пронзительнее. То есть как будто бы музыка усиливает все эти эмоции восхищения. Там было очень много пещер, в которые мы заезжали. Находиться в них было любопытно,
Не могу сказать, что мне очень понравилось, наверное, потому что в таких закрытых местах я себя чувствую не очень комфортно. Мне не хочется там очень долго находиться, хотя, конечно, как опыт это прикольно. Прогулка наша длилась около 1,5 часа, а потом я нашла тот самый пляж, о котором я говорила ранее, и уже проводила время там. Привет. А я тут клубничку ем. А вы что делаете? Всем привет из Бари. Я здесь уже 3-й или 4-й день. Я даже не помню, если честно, потому что в отпуске обычно стираются границы недели. Я не помню, какой сегодня день недели. Кажется, суббота. Не помню, какое число и какой день я нахожусь здесь, я тоже не помню. Мне здесь очень нравится. Я ездила пока только в один близлежащий город, Полиньяна, и вдоволь накупалась. Но, надо сказать, вода не очень-то теплая. Несмотря на то, что уже июнь, она еще не совсем прогрелась, и я бы не сказала, что находиться в воде комфортно, по крайней мере, долго. И после первого раза, во второй раз заходить уже хочется не так сильно. Опс. Продолжим. После первого раза, когда выходишь из воды, немного обсыхаешь, во второй раз заходить уже не очень хочется, потому что достаточно холодный ветер, вода не очень теплая при этом, но на солнце печет. Я сейчас гуляю по старому городу, он мне очень нравится. Да, в общем-то, как и новый город. Вообще Бари очень меня удивляет в приятном смысле этого слова, потому что я не ожидала, что он будет таким разнообразным. Мне казалось, что это не очень веселый город, в который приезжают только для того, чтобы остановиться, чтобы потом куда-то поехать. В общем-то, как сделала и я. Но на самом деле здесь очень приятно и очень здорово. Поэтому я пока уезжать отсюда не хочу. Возможно, не уеду. И продлю свой отпуск здесь еще на пару дней. Но это не точно. Я приехала на юг, на очень жаркий юг. Несмотря на то, что здесь температура практически такая же, как и была в других городах, где я была до этого, ощущается она намного тяжелее, потому что здесь все омывается морем и очень высокая влажность. Из-за этого очень душно. Знаете, как после дождя. Когда летом идет дождь, в такую жару знойную, и тебе кажется, сейчас пройдет дождь, и станет очень хорошо, прохладно, но обычно после этого становится еще душнее, потому что появляется очень большая влажность, и это не очень приятно. Вот. И вот здесь примерно такое ощущение постоянно, что как будто бы только прошел дождь, на улице очень высокая влажность, из-за этого тяжко. Но это не из-за дождя. Из планов на эту неделю у меня поездить по городам, которые находятся недалеко отсюда. Это Матера, Астуни и Альберобелло. Интересная особенность южных итальянских городов в том, что когда идешь по таким вот улочкам, очень часто подобные двери открыты, и там сидят за столом, может быть, в большинстве случаев это кухня, что-то готовят или общаются просто.
В общем, очень часто эти двери открыты, и очень часто хочется в них заглянуть, чтобы посмотреть, а что там делают люди. Но это, наверное, не совсем прилично, поэтому я стараюсь это делать незаметно, насколько это возможно. Но меня это всегда очень улыбает, когда я вижу очередную открытую дверь, где живут люди, где проходит их обычная жизнь, и их не смущает то, что нет приватности. Так бы я это назвала. Меня бы это, наверное, смущало. Но это показывает аутентичность места. Поэтому мне это очень нравится. А еще здесь много тупиков. Много тупиковых переулков. Я часто захожу в какие-то переулки и в итоге попадаю в тупик. Это, к слову, о том, что нету никаких определяющих знаков, которые бы дали понять, что прохода дальше нет. Днем обычно очень-очень жарко, а вечером дует холодный ветер, особенно когда приближаешься к морю. Здесь он становится такой прохладный. И вообще я заметила, что ветер меня сопровождает очень часто в этом отпуске. Возможно, это даже заметно по видео, что иногда плохой звук из-за того, что начинает дуть ветер. Я, к сожалению, с этим ничего поделать не могу, потому что у меня нет микрофона, который это бы исправил. Вот, из-за этого не совсем понятно, как одеваться, потому что вот так уйти просто на целый день сложно, потому что днем надо надеть что-то более-менее легкое, чтобы не умереть, а вечером как будто бы уже надо взять с собой рубашку или что-то, чтобы сильно не замерзнуть. Но при этом влажность никуда не девается. Все еще очень и очень душно. Еще здесь часто можно увидеть пасту ручной работы, разноцветную, очень красивую, разной формы. И, как я понимаю, ее делают те женщины, которые ее продают. И, по-моему, они ее продают прямо возле своего дома. Ну, то есть это не магазин, а скорее всего, просто крыльцо дома, из которого они вышли и делают эту пасту. Потому что часто они сидят и делают ее в моменте. То есть там лежит много пакетиков с уже готовой пастой, и они еще при этом делают ее в моменте. И, как нам сказали, есть паста такого вида, которую нужно приготовить в ближайшее время. То есть она не хранится очень долго. Из-за этого ее надо купить и прямо вот приготовить буквально в течение 1-2 дней. Очень жаль, потому что я бы скупила всю пасту, но я не могу купить много, потому что у меня ограниченное место в багаже. Но, возможно, пару пакетиков я таки возьму, потому что уж больно она симпатичная и, возможно, вкусная. Есть вещь, которая меня немного расстраивает. Я в этот раз решила коллекционировать открытки из каждого города, в котором я побываю. И до Бари я, кажется, покупала в каждом городе открытку. Ну, по крайней мере, в том, в котором мне понравилось. В большинстве городов мне удавалось найти симпатичную открытку. Здесь почему-то у меня не получается найти ни одной карточки, которую я могла бы купить. Максимум, что я увидела, это старые, не знаю, им, по всей видимости, уже очень много лет, потому что они были все в пыли, не очень красивые сами картинки, и я их поэтому и не купила. Мне от этого стало грустно, потому что Бали мне нравится, и мне хотелось бы привезти отсюда карточку. И такая же история произошла в Полиньяно. Это тот город, который находится недалеко отсюда. Там тоже мне бы очень хотелось купить картинку,
Причем, мне кажется, там есть достаточно известные места, которые можно было бы на эту картинку поместить. Но я не нашла нигде ни одной картинки, к сожалению. Я не теряю надежды, потому что я же еще никуда не уезжаю. Но, я пришла, откуда вернулась. Вернее, я пришла туда, откуда начала свой путь. Я вернулась сюда. Вот, в общем, я очень надеюсь, что мне таки повезет. Я куплю себе карточку с Бали. И на этом у меня сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось это видео, ведь мое путешествие по Апулье на этом не заканчивается. У меня еще есть много чего, что вам показать. Поэтому увидимся в следующем видео. Пока-пока!